Привет, друзья! Вы на канале Рыбалка с братьями Билан, и с вами постоянная рубрика «Облови себя вчерашнего». Сегодня мы поговорим о самых главных топ-5 проводках для ловли на микроджиг. Именно микроджиг, для всех, кто не понял, это ловля на съедобную силиконовую приманку, на чебурашке. Классика, в общем, микроджиговая ловля ультралайт. И начнем с самой первой проводки, самой простой проводки для людей, которые хотят только начинать осваивать эту ловлю. Это простая ступенька. Поехали, не переключаемся. Сегодня, просмотрев это видео, вы начнете ловить больше, чем вчера. Повторюсь, ступенька, классическая ступенька, никаких анимаций. Мы забрасываем приманку, убираем слабину, ждем касания приманки на дно. И делаем обычную ступеньку в 2 оборота и пауза. Приманка отыграла, я увидел по кончику удилища и делаю опять 2 оборота катушки и делаю паузу. Приманка отыграла. Скажу так, ступеньку можно делать в принципе в 2 оборота, в 3 оборота катушки, в зависимости от глубины в месте ловли. В моем случае водоем с глубиной 2,5 метра, поэтому я делаю на выбросе около 2 оборотов катушки и ближе уже к берегу делаю 3 оборота катушки. Приманка спокойно играет в толще воды, и на паузе она падает. Я это вижу по кончику удилища, отыгрыш приманки, когда приманка касается дна. И продолжаю дальше делать эту же проводку. Эта проводка самая простая, она, можно сказать, базовая для поиска активной рыбы. Приманку в данном случае я использую активную, которая имеет активный элемент. В данном случае это пятка на этой приманке. И таким образом я отслеживаю, можно сказать, я сканирую дно таким образом. Вижу, где пауза больше, где меньше. Соответственно, где меньше пауза, это я, значит, выхожу на более мелкий участок. Соответственно, я делаю больше оборотов катушки. Но таким образом, с такой проводкой я сканирую полностью дно. Вижу, где есть аномалии на дне, где есть приямки, где есть бровки. И быстро нахожу активного хищника. Такой проводкой мы работаем по площадям, работаем, сканируем каждый сектор в нашем месте. И работаем мы исключительно активными приманками. Могу сказать так, что такая проводка, она в принципе, можно сказать, простая, особенно для начинающих рыболовов. Но в том числе эта проводка подходит для ловли летом, когда рыба максимально активная, не нужно никаких дополнительных анимаций, каких-то дополнительных, можно сказать, пассивных проводок для ловли окуня. Мы просто ищем активную рыбу. 2 оборота, пауза, приманка отыграла. 2 оборота, пауза, приманка отыграла. Если есть активная рыба в секторе, она сразу отвечает. Зачастую поклевки происходят на падении приманки, когда приманка сыпется и падает на дно. А также происходят поклевки, когда приманка ложится на дно и окунь активный подбирает приманку со дна. Вы это все отслеживаете по кончику удилища. Повторю еще раз эту проводку. Забросили приманку на дно, убрали слабину. Смотрим по кончику удилища. Произошел отыгрыш кончика удилища, и мы делаем просто 2 оборота и пауза. Всегда контролируйте этот момент. Шнур должен быть всегда в натяжении, потому что поклевки происходят именно на паузах часто. И если будет большая слабина, большая дуга, поклевка дойдет до вас позже, и вы можете прозевать эту поклевку. 2 оборота, пауза. 2 оборота, пауза. Как я сказал, лучше применять приманки с активным элементом, то есть пятка или твистерный хвост. Пассивные приманки в данном случае работать не будут. Быстро просканировали сектор, поклевок нет, чуть-чуть сместились. И обрабатываем по площадям
ваш перспективный участок. В данном случае мы стоим здесь, проработал здесь, поклевок нет, переместился, обработал. Самая простая проводка, и она в принципе очень результативная в летнее время. Ребят, записывайте также, не стесняйтесь. Впереди самые интересные проводки, не переключаемся. Вторая проводка — это двойной подброс приманки. Сейчас я заменил активный виброхвост на Java Stick. Это популярная приманка для микроджига. Что я делаю? Забрасываю приманку, убираю слабину шнура и смотрю на кончик удилища. Кончик удилища отыграл, значит приманка коснулась дна. Что я делаю? Я делаю два подброса приманки удилищем. Но делаю это одновременно с подмоткой шнура, свободного шнура. Это делаю в один оборот катушки или в два оборота катушки, в зависимости от глубины в месте ловли. В данном случае здесь не глубоко, поэтому я могу делать два оборота и где-то комбинировать один оборот катушки. Раз, два. И смотрю все время на кончик удилища. По кончику удилища я отслеживаю как падение приманки на дно, так и поклевки окуня. Раз, два. Все это делаем одновременно. Одна из самых главных ошибок у начинающих спиннингистов, что они делают в начале два подброса и убирают слабину. Так делать не нужно. Делаем все одновременно. Раз, два. Приманка отыграла. Раз, два. Приманка отыграла. Раз, два. Приманка отыграла. Это самая простая проводка, но очень важно вот эти вот моменты. Делайте все одновременно. Ну и добавлю, в зависимости от глубины вы комбинируете. Вы можете вложиться в один оборот катушки, но сделать эти два подброса. Даже в полоборота катушки и сделать эти два подброса. Но если очень мелко на водоеме, создаете эту анимацию так, чтобы у приманки была хотя бы небольшая пауза, чтобы приманка после подыгровки имела свободное падение, хоть и короткое, но свободное падение. Очень важно после окончания этой проводки дать паузу небольшую и подождать. Часто окунь выходит на паузе и подбирает приманку. Если активная рыба, пауза может быть очень короткая, и рыба сразу подбирает приманку. Также приманку может подбирать окунь на падении, не на лежачей приманке. То есть он может, пока приманка падает, он может ее ударить. Поэтому всегда должен быть натянутый шнур, всегда должно быть натяжение со шнуром. Для такой проводки подойдут любые типы приманок, как активные, так и пассивные приманки. Если мы говорим о пассивных приманках, это всевозможные слаги. Это джавастики, фиштейлы, танты. Это приманки, которые отлично открываются при такой ловле. Также подойдут как твистера, так и активные виброхвосты. То есть здесь можно уже работать с приманками достаточно плотно, то есть комбинировать, экспериментировать, но проводка остается одной, двойной подброс. Это базовая проводка, с которой начинается уже освоение этой ловли микроджиговой. Поэтому те, кто начинают ловить на микроджиг, начните с самой вот этой вот простой проводки двойной подброс. Ну и вы спросите, когда лучше применять данную проводку. Эту проводку можно применять круглый год, летом, осенью, зимой, в холодное время, когда рыба максимально пассивная. Здесь уже сама проводка не меняется, меняется только пауза, длительность паузы. То есть если рыба очень активная, паузы в момент, когда приманка коснулась дна, делайте короткими. Рыба активная сразу себя проявляет, она сразу подбирает приманку. Если холодное время года, рыба максимально пассивная, дайте просто чуть больше паузу и все. Рыба выходит на приманку, присматривается на нее, атакует ее. Третья проводка, тоже очень простая проводка в применении, это борождение по дну. Вам достаточно забросить приманку, положить ее на дно. И по кончику удилища отслеживать касание приманки. В данный момент приманка отыграла, кончик отыграл. Я делаю что? Я делаю просто протяжки кончиком удилища.
небольшие протяжки, сантиметров по 50, и даю большие паузы. Убираю слабину и опять протягиваю кончиком удилища. Многие, кто увлекаются фидерной ловлей, знают, что когда они ищут перспективный рельеф, они маркерным грузом ищут рельеф хороший. И в данном случае они применяют такую же проводку. Они бороздят дно и видят по кончику удилища, где кончик начинает загибаться. Это значит, что они выходят на какой-то мелководный участок. Также они ощущают, если они заходят на какое-то пятно ракушки. То есть пятно ракушки будет четко отслеживаться по кончику удилища. Проводка довольно-таки очень простая в применении. Делаем короткие вот такие вот протяжки удилищем и даем небольшие паузы. Часто пассивный окунь, который лежит на дне, он собирает добычу, которая тупо карабкается по дну. В момент паузы окунь подбирает эту приманку. Плюс огромный, особенно если вы работаете в ракушечном месте, где много ракушняка, и если вы применяете вольфрамовые чебурашки, вольфрам имеет свойство звенеть по ракушке. И в этот момент окунь очень хорошо это чувствует боковой линией и выходит на эту приманку. Поэтому применяйте эту проводку в местах, где есть аномалии. И вот я заметил, что именно в момент, где есть легкая аномалия, окунь подбирает приманку. За счет этого вы четко сканируете дно, вы видите примерно рельеф на водоеме, и вы видите систему, что поклевки происходят в том месте, где есть легкая аномалия. Это пятно ракушки или это легкая бровка. Поэтому порождение по дну применяем часто при ловле, когда окунь стал менее активным. И проводка эта работает как в летнее время года, когда днем окунь очень пассивен, а также эта проводка работает по холодной воде, когда рыба максимально пассивная, она ест кормовой свой объект со дна, и она не хочет подниматься вверх. Четвертая проводка, будьте внимательны, это мы подходим ближе к финишу, это одна из лучших проводок, особенно в летнее время года. Сейчас лето, этот выпуск вы смотрите сейчас в летнее время, и многие задаются вопросом, как поймать рыбу летом, когда она малоактивная. Но на самом деле рыба не малоактивная, она просто поменяла немножко свой ритм жизни. Сейчас окунь больше охотится в толще воды, в средних, верхних горизонтах воды. Часто мы видим котлы, которые создают окунь. Он выгоняет малька на поверхность и начинает создавать котлы, жрет окуня, собирает его в определенную стайку и начинает котлить на поверхности. В данном случае мы применяем также силиконовые приманки на чебурашках, но создаем проводки в горизонте верхнем. Сначала мы ищем окуня в горизонтах, находим, где он находится, и применяем проводку, так называемую твичинг в толще воды. Это активная рыскающая проводка, которая создает движение подбитого умирающего малька, которого подбил окунь, и он его хочет доесть. Что мы делаем в данном случае? В данном случае мы забрасываем приманку, и мы ее не кладем на дно. Мы начинаем работать ей в толще воды, создавая определенные такие рывки, резкие, хаотичные. Это 2 подброса, 3 подброса, пауза. Но пауза должна быть очень короткой, чтобы приманка в горизонте шла все время, не ложилась на дно. Хаотично 2 подброса, пауза, 3 подброса, пауза. 1 подброс, пауза, 2 подброса, пауза. То есть применяем 1 подброс, 2 подброса и 3 подброса, но хаотично. Таким образом мы показываем окуню, что есть подбитый умирающий малек, и что он выберет. Конечно же, он выберет подбитого умирающего малька. Эта проводка очень хорошо работала у нас на соревнованиях часто, когда рыба в утреннее время на восходе солнца и также вечером на закате солнца окунь выходил и котлил на поверхности воды. Многие ловили со дна и не могли поймать рыбу, потому что на дне окуня практически не было. Весь окунь стоял в толще воды. В нашем случае очень важно найти этого окуня, где он стоит, в верхнем слое или чуть ниже. И дальше применяем эту активную
проводку. И эта проводка хорошо работает на слагах, на пассивных приманках, которые не имеют своей ярко выраженной игры. Эти приманки хорошо открываются именно в момент твичинга. Работаем исключительно кистью руки, не работаем всей рукой. Кистью руки мы подбиваем приманку хаотично и даем короткие паузы. В данном случае я применяю слаг пассивный, но если вы применяете активную приманку, такую как твистер или виброхвост, рекомендуем добавить в момент твичинга легкие такие протяжки, то есть чтобы приманка показала свою игру активным элементом. Это может быть двойной подброс и 2-3 оборота катушкой и пауза. Двойной подброс и 2-3 оборота катушкой. Хорошо работает именно эта проводка, когда вы ловите на активные приманки. Раз-два, 2-3 оборота катушки. Раз-два-три, 3 оборота катушки. Раз-два-три, 2 оборота катушки. То есть постоянно чередуем подбросы, чтобы приманка рыскала как естественный кормовой объект, который подбитый. Это первое, что соберет окунь в момент, когда он будет очень активным. Пятая проводка, она более спортивная, скажем так, и она более тяжелая. Если мы говорили о двойном подбросе в 1 оборот катушки или в 2 оборота катушки, то здесь уже, можно сказать, более тяжелая версия этой анимации. Здесь мы уже применяем большое количество подбросов, но создаем более короткую дистанцию проводки. То есть, если мы приманку подбрасывали в двойной подброс и делали 1 оборот катушки, приманка делала вот такое вот движение. То сейчас мы создаем очень много подбросов приманки, но делаем очень короткую ступеньку. Эта проводка очень хорошо работает именно в период, когда рыба максимально пассивная, ее нужно удивить. А также эта проводка провоцирует рыбу именно на соревнованиях, когда нужно заставить рыбу клюнуть, когда рыбы очень мало. Здесь очень важно теперь создать множество подбросов приманки, но сделать очень короткую анимацию. Почему? Потому что когда рыба очень пассивная, это может быть как холодное время года, так и летнее жаркое время, когда рыба малоподвижная, нужно создать хорошую качественную проводку, но сделать очень короткой ее. Поэтому мы должны вложиться в полоборота катушки, а то и максимум в оборот катушки, но создать хорошую игру пассивной приманки. В данном случае я положил приманку на дно и создаю хаотичную такую анимацию. Раз, два, три, четыре. Но при этом я сделал полоборота катушки. Раз, два, три, четыре. Полоборота катушки. Раз, два. Полоборота катушки. Это коротенькая пассивная анимация. В данном случае приманка создает офигенную игру кормового объекта, который подбитый, который постоянно проходит небольшой отрезок. Рыба на это реагирует, потому что она видит, что рыба, кормовой объект ее, он очень вялый. И, соответственно, он, подыграв чуть-чуть, ложится на дно. Такую приманку, которая играет таким образом, рыба быстрее подберет. И эта анимация подходит для ловли как на ближней дистанции, когда рыбка пассивная, подбитая, наколотая под ногами, так и на выбросе. Поэтому делаем это все кистью руки. Очень важно научиться создавать эту анимацию, а потом ее применять уже на практике. И очень важно делать паузы в зависимости от активности рыбы. Мертвая рыба, делаем паузу там до 5-6 секунд на дне. Где применять эту проводку? В принципе, применять эту проводку можно на любых водоемах. Это речка, озеро, водохранилище, небольшой ставок. В чем плюс этой проводки? В том, что проходя небольшие отрезки при анимации, вы не пропустите какую-то аномалию на дне. То есть это может быть какое-то ракушечное пятно, или маленькая бровочка, или пупок, или какая-то выемка на дне. То есть рыба может стоять буквально на 1 квадратном метре, и создавая короткую анимацию, вы не пропустите эту аномалию, вы попадете в
поле зрения рыбы, которую вы ловите. Если говорить о двойном подбросе, как мы говорили во второй проводке, здесь мы ловим активного окуня. Ищем его активно по площадям. В данном случае мы работаем с определенным сектором, с определенными какими-то аномалиями на дне. Поэтому лучше применять вот такие вот короткие подбросики, когда вы нашли уже эту какую-то аномалию, и вот таким вот образом работать с ней. Данную проводку рекомендуем использовать именно в моменты бесклевья в летнее время года, а также в зимнее время года, когда рыба мало активна и пассивна. То есть это проводка, которая собирает рыбу, которую нужно удивить. Нужно удивить вот такой вот анимацией, короткой, где нужно немножко подумать головой. То есть не делать какую-то базовую анимацию, там 2 подброса в 1 оборот катушки, а где нужно немножко подумать. Если на выбросе глубина большая, делайте очень короткую деликатную анимацию, там в 5 подбросов, ну в полоборота катушки. А на меляке, когда вы уходите на мелководье, делайте там 2 подброса в 1 оборот катушки. То есть это фантастическая проводка, где вы сами художники своей анимации. И именно это залог успеха на соревнованиях или просто на обычных тяжелых трудовых рыбалках. Я могу с уверенностью сказать, что владея этими 5 типами проводок, вы будете ловить рыбу везде и всегда. И будете ловить лучше, чем вчера. Поэтому записывайте это видео себе, приходите на водоем, практикуйте, и я думаю, что успех будет с вами. Ребята, с вами был канал Рыбалка с братьями Билан, рубрика «Облови себя вчерашнего». Увидимся на водоемах. Всем пока!